Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду украшать вот такие капкейки в современном стиле. Капкейки – это на данный момент очень востребованный вид десертов. И, конечно же, далеко не все хотят, чтобы они были украшены розочками, цветочками, бабочками и так далее. В данном случае мы украшаем именно мужские капкейки в мужских цветах. И что же нам для этого понадобится, и какие насадки, какие красители. Для этого я взяла красители от фирмы Rainbow Dust. Вы можете взять любые, на ваш взгляд, какие самые подходящие красители, которые продаются в вашей стране, и окрасила их в такие легкие пастельные тона. Итак, для серого цвета я взяла черный краситель и немножко, совсем на капельке, на кончике зубочистки пурпурный, чтобы не уходил он у нас в желтоватый. Для коричневого капельку буквально коричневого, для такого бежевого цвета. Голубой у меня получился благодаря капельке вот такого синего, и уже насыщенно синий у меня получился, я смешала синий и совсем чуть-чуть пурпурного, чтобы он у них не уходил у меня в бирюзовый, не хотелось мне здесь бирюзового оттенка. Здесь у меня насадка М1, здесь 2D насадка, у меня закрытая звездочка по размеру, такой же как М1. Здесь большая насадка 336, закрученная такая она звездочка, а это насадка Василек, смотрите, 2F она называется. Продаются такие насадки буквально во всех кондитерских магазинах. Проблем с их покупкой нет ни в какой стране. В интернете они продаются всегда, на Алиэкспрессе также. Вот эти капкейки мы выпекали накануне. Есть у меня видео по ним, ссылочку я оставлю в описании к данному видео. Вот смотрите, вот эта насадка 336, она очень и очень объемная. Здесь нужно быть сразу аккуратнее с ней, потому что она сразу выдает очень большой такой завиток. В принципе, ей можно полноценный завиток на весь этот маффин отсаживать. Но в данном случае хочется показать именно такую композицию уже из разных завитков, как же мы можем в современном стиле украсить нашим допотопным белково-заварным кремом, как многие его считают, что это какая-то вообще старина, забытая вообще всеми. Но белково-заварной крем, он открывает вообще всем безграничные возможности. Из него можно творить и делать очень вкусные, низкокалорийные и очень красивые десерты и торты. Украшать им. Обратите внимание на сами капкейки, какие они гладкие, ровная у них поверхность. Эти капкейки я выпекала при вас в предыдущем видео. Ссылку на это видео я, естественно, оставлю в описании к данному видео. Капкейки эти выпекаются на желтках. Это шоколадные шифоновые капкейки. И замешиваются они просто венчиком, даже без ручного миксера. Тем самым избегаем мы лишних пузырей, лишнего поднятия этого теста. То есть идеальные капкейки, которые в принципе для украшения наибольшим образом подходят. Видите, какая ровная у них верхушечка у этих кексов. Если же ваши капкейки, кексы, капкейки это украшенные кексы, если у вас поднята сильно шапочка, когда вы выпекали, бывает с надломами, с разрывами, вы, конечно же, можете срезать эту шапочку под рисунком, это видно не будет. Естественно, это будет при разломе видно. Но чтобы избежать уже, когда уже у вас выпеклось и у вас нет времени на выпекание новых капкейков, новых кексов, тогда просто срезайте у них эту верхушку, которая поднялась очень сильно, потому что вы же видите, как здесь мы располагаем рисунок, в принципе, он у нас плоско лежит на кексе. И всегда это должно располагаться именно плоско, иначе рисунка не получится. Обратите обязательно внимание на высоту шапочек у ваших капкейков. Если мы делаем ансамбль из этих капкейков, то есть нам нужно определенную партию украсить,
Украшаем мы в произвольном стиле, как бы ссылаясь на нашу фантазию, здесь на наше вдохновение, но верх, они все должны быть вровень. Тем самым будет подчеркиваться наш профессионализм здесь. Вот первый у меня капкейк получился выше, чем остальные. Он уже, в принципе, будет слегка выделяться из этой всей группы капкейков, поэтому вот этого нужно избегать. Потому что насадки у нас здесь, в принципе, похожи друг на друга, но они разные. Еще раз хочу вернуться к насадкам. Насадки здесь все же лучше брать, конечно, крупные. Можно отсаживать такой же узор и более мелкими насадками. Допустим, 8 мм звездочка открытая, 6 мм открытая звездочка. Но в данном случае шапочки у капкейков будут уже не такие пышные. Они не будут так эффектно смотреться тогда. Поэтому, если вы хотите и в будущем украшать для своих близких вот такие прекрасные капкейки, будь то на детский праздник или даже вот мужской такой вариант, ну, женщинам само собой, то лучше, конечно, вам приобрести такие крупные насадки. Они, я уже еще раз повторюсь, они продаются абсолютно везде. Во всех интернет-магазинах, в кондитерских магазинах. И также просто можно их купить даже где-то, может быть, в розничной торговле. Просматриваем каждый уже сейчас наш кексик. И сейчас я уже делаю как бы такую финишное такое украшение. Я взяла мешок просто с синим кремом и смотрю, где мне дополнить акцентами такими. Потому что, еще раз повторюсь, у нас композиция должна смотреться, ну, как бы такой общей ансамблем действительно. И, в принципе, здесь не играет большой роли, что у нас завиток в одну сторону отсажен, или там больше голубых, больше каких-то бежевых, но дополнить мы все равно должны это все синим цветом. Вот такой вот вариант украшения, он подойдет, в принципе, и мужчине, и молодому человеку. Возьмите себе на заметку. Главное здесь не переборщить вот с этими цветами яркими. И тем самым мы еще раз и еще раз доказываем, что белковый заварной крем – это очень современный востребованный крем. И он очень-очень низкокалорийный. Не нужно его бояться, им очень легко работать. И очень, что немаловажно, он самый бюджетный крем из всех, которые только существуют. И, конечно же, он очень и очень вкусный. Сейчас я беру посыпки различные. С посыпками здесь тоже нельзя переборщить. Посыпок делаем просто такие акценты. Во-первых, я раскладываю вот такие крупные, круглые и продолговатые бусины сахарные. Они очень твердые. Всегда, если вы отдаете как бы другим людям ваши капкейки, вы должны об этом предупредить, что вот эти бусины, они очень тяжело раскусываются. Ну, в моем случае, во всяком случае, они всегда такие твердые. Бусины эти продаются, как правило, во всех кондитерских магазинах, во всех странах они продаются. И дополняем это все слегка более мелкими и совсем мелкими бусинами. Здесь я не советую усыпать это все посыпкой, потому что иначе вот эта вот структура наших завитков, она уже как бы скроется под этой посыпкой и будет очень жалко. В принципе, наше украшение уже готово. Здесь вот берем еще мелкую такую посыпочку, и вы сами могли убедиться, что делается это очень быстро и просто. Главное здесь не ошибиться с выбором цветов. Обязательно как-то гамму подбираем очень внимательно. И все у нас получится. И насадки я вам объяснила, какими лучше пользоваться. Я очень надеюсь, что данное видео было всем полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю огромных успехов. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, задавайте вопросы. Успехов всем и до встречи в новых видео.